Мы с вами как-то уже смотрели на один из аудиоинтерфейсов от Presonus серии Revelator. Напомню, что примечательным он был за счет своих двух микрофонных предусилителей, достаточно мощным процессором эффектов, который присутствовал на борту, и не менее мощными возможностями по маршрутизации. Сегодня у нас очень похожее устройство. Это Revelator IO44. По большому счету все то же самое, но в ином исполнении и с иными органами коммутации. Об этом с вами сегодня и поговорим. Как мы всегда это делаем, углубимся в самые дебри, послушаем примеры звучания. В общем, будет интересно. Друзья, здравствуйте и добро пожаловать на канал «Давай запишем». Здесь мы с вами говорим про аудио. Первым делом обозначу наши параметры. Весь ролик мы будем писать с помощью этого внешнего аудиоинтерфейса. Используем нашу фирменную студийную петличку и усиление в районе 30 дБ. Подаем фантомное питание, потому что петличке оно необходимо для работы. По входным каналам. Мы с вами заняли петличкой комбинированный вход. Он тут предусмотрен для подключения микрофонов, причем это могут быть как динамические, так и конденсаторные модели, и инструментальных подключений прямо напрямую сюда. Есть инструментальный режим, которым можно пользоваться, чтобы поиграть на акустической, на электро или на бас-гитаре даже. Следующие входы представляют для нас больший интерес, потому что дальше у нас идет разъем для подключения гарнитуры. Сюда можем подключить гарнитуру. Этот разъем у нас будет использоваться и для того, чтобы слушать, и для того, чтобы говорить. Если в вашей гарнитуре есть микрофон, если у вас есть гарнитура с микрофоном, мы обязательно в дальнейшем устроим небольшой тест, которым послушаем, как именно звучит гарнитура вместе с этим аудиоинтерфейсом. Следующий разъем — это линейный стереовход. Стоит отметить, что первый канал у нас не обладает линейным входом, он у нас вынесен отдельно. И логично было бы предположить, что отдельно стоящий линейный вход дан в моно. Я, по крайней мере, так думал, пока готовился к этому ролику дома, но придя на студию, уже как-то приложив свои руки к этому устройству, я вдруг понял, что это стереовход, и это просто замечательно. Сюда, например, можно подключить телефон, и если вы проводите какие-нибудь подкасты, какие-нибудь стримы, пускать музыку. Просто музыку, которая будет играть на заднем плане вместе с вашим голосом. Все это настраивается очень и очень удобно. Мы к этому с вами еще подойдем. Ну и само собой, разумеется, линейный канал можно использовать для подключения дополнительного микрофонного предусилителя. Можно подключить даже два канала и, допустим, выводить в эфир или выводить на запись не один микрофон, который у нас подключен сюда, а, например, еще два микрофона сверху. Да, там будут свои особые костыли в плане регулировок, но, опять же, чем-то всегда приходится жертвовать. Давайте посмотрим на лицевую панель. Выполнен, кстати, устройство достаточно красиво, на мой взгляд, интересно. По управлению здесь минимализм, потому что все основное управление у нас живет в контрольной панели, но при этом тут мы имеем самые необходимые функции. Мы можем задавать, скажем, усиление по входу для всех входных же каналов. Как это делается? Просто нажимаем на стрелки и переключаемся между различными каналами. Тут мы можем задавать усиление для гарнитуры, усиление для линейного канала и, само собой разумеется, усиление, с которым будет работать ваш микрофон. Кстати, мы работаем сейчас где-то в районе 30 дБ, если вдруг вам интересно. Экран. Да, про него стоит сказать отдельно, потому что это экран, на который выводится вся необходимая информация. Это касается и индикаций, это касается и положения сигналов, которые у нас идут не только на вход, но и на выход. Вот тут время поговорить об этой крутящейся ручке, потому что при нажатии на нее мы с вами будем выбирать, какой именно из трех каналов на выход мы с вами регулируем. Это может быть главный выход, это может быть выход для того звука, который у вас идет в наушнике на тихий контроль. И это может быть соотношение, то есть это регулировка мониторинга того сигнала, который приходит к вам на входы вашего аудиоинтерфейса, к тому сигналу, который у вас играет на компьютере. Чтобы настроить комфортный мониторинг, например, если вы хотите записать ваш вокал под минус, который играет у вас в цифровой рабочей станции, пожалуйста, этим можно и нужно пользоваться. Кнопки пресет пока что опустим. Это часть интересного функционала, про который я бы хотел вам рассказать отдельно. Ну и есть мьют для быстрого и экстренного мьютирования мастера, если это необходимо. Переместимся на заднюю часть, потому что тут тоже есть несколько разъемов. В первую очередь это USB Type-C для подключения к вашему устройству и пара
стереоразъем на выход для подключения к громким мониторам. Отдельный пункт про выход для наушников — это тот же самый выход для гарнитуры, то есть сюда можно отдельно подключать наушники. Нас очень часто просят упоминать, поддерживаются ли те или иные наушники. Стоит сказать, что 64 Ома эта штучка раскачает. Если вы берете что-то более высокоомное, я бы на вашем месте задумался. 64 Ома и все, что ниже, пожалуйста, с Revelator можно и нужно даже использовать. Давайте посмотрим на задержку. Именно так она выглядит. ASIO-задержка, если вы, допустим, играете в каком-то загруженном проекте на гитаре, и вы хотите слышать сразу же обработку вашего плагина, звука вашей гитары, достаточно важный параметр, на который также стоит обращать внимание, и прямо сейчас вы его можете наблюдать. Чем примечательны в целом револяторы, и об этом я уже говорил. Это действительно очень большие возможности по маршрутизации, и это обработка, которая живет, можно сказать, вот у нас в доступе одного щелчка. Управлять этой самой маршрутизацией и обработкой мы с вами будем через контрольную панель. И здесь достаточно интересное свойство тоже вот этих интерфейсов, потому что контрольная панель у нас есть как для компьютера в виде приложения, контрольная панель есть в виде того же самого приложения, но для iPad. Например, сейчас у меня открыто это самое приложение. Вы прекрасно видите, что здесь у нас выбрано устройство. Все, что мне нужно для того, чтобы начать работать с этим устройством, чтобы как-то менять его параметры, просто щелкнуть по мордочке, и вы прекрасно видите, что здесь у меня открылось вот это великолепие настройки этого аудиоинтерфейса. Где может быть полезным вот подобное решение? Например, вы стримите какую-нибудь видеоигру, она у вас открыта на полный экран компьютера, а здесь, рядом с компьютером, у вас стоит планшет, на который выведена вся работа с вашим звуком, не только со звуком вашего микрофона, но и в целом весь звуковой микс, который вы выпускаете на трансляцию. Вот, пожалуйста, в отдельном окне у вас есть возможность рулить этим самым миксом. Давайте все-таки обратимся к приложению и посмотрим, что же мы здесь с вами можем сделать. Обработка у нас функционирует как в упрощенном, так и в более расширенном режиме. Давайте обратим свое внимание на расширенный режим, потому что так интереснее. Мы можем вносить частотные и динамические изменения, сохраняя их в пресеты. В этом нам помогает встроенный Channel Strip. Здесь можно срезать ненужный низкочастотный гул ниже 40, 80 и 160 Гц. Можно поработать с гейтом, чтобы отсечь весь лишний шум на фоне. Естественно, есть компрессия и целых 3 варианта компрессии. Стандартная, с более ламповым или более транзисторным окрасом. По эквализации также имеется выбор из 3 устройств, причем все звучат по-разному. Можно задавать лимитирование, и это отличная функция, которая поможет вашему звуку на выходе быть более плотным, более радийным, если позволите. Завершит эту вереницу небольшой процессор эффектов с даблером, детюнером, вокодером и дилеем на борту. Из интересного здесь есть и ревербератор, так что в целом разработчики поместили сюда, на мой взгляд, все, что только возможно. После детальной настройки пресета у нас имеется возможность вызывать этот самый эффект одним нажатием кнопки. Что я сейчас сделал? Я обработал голос, который приходит на этот самый микрофон. Теперь я отключил обработку. Вернул ее обратно. Как видите, все максимально просто, и стоит отметить, что здесь имеются сразу 2 кнопки пресет, вторая предусмотрена для 2-го канала, если вам нужно его обработать независимо от 1-го. Давайте поговорим о пресетах, о том, как они настраиваются. Для этого снова нырнем в контрольную панель. Могут быть заводские настройки. Может быть, что-то наруленное лично вами. Благо, все параметры спокойно изменяются и подгоняются вручную. Затем, что характерно, их можно сохранить как раз-таки в пресеты. Оставшуюся часть управления можно смело называть маршрутизация. Здесь находится все, что нужно для формирования миксов из вашего звука по входу. Есть 3 слоя. Первый отвечает за то, что вы слышите в наушниках и громких мониторах, а 2 следующих слоя отданы под закольцовку, здешний по выходу лупбэк. Причем, заметьте, их тут 2 канала, и они независимы. То
То есть мы одновременно можем работать с двумя лупбэками, независимо друг от друга, набирая в них все, что только душе угодно. Каждый канал мы сможем прослушать в наушниках, чтобы убедиться, что все в порядке. На каждый канал мы можем одним кликом продублировать весь звук с мониторного микса, то, что идет у нас в наушнике или мониторы. Ну и, конечно же, стоит упомянуть, что сами миксы у нас состоят из звука с входных каналов на аудиоинтерфейсе, звука, происходящего на вашем компьютере, запущенная игра, например, двух лупбэков уже по входу и ручки реверберации, которую можно подмешивать отдельно ровно столько, сколько вам и нужно. Ну а теперь давайте попробуем настроить этот аудиоинтерфейс для работы со стримами. Заходим в OBS. Настройки аудио и выставляем выбранный нами канал Revelator в качестве рабочего устройства. После этого заходим в контрольную панель, находим микс, идущий в OBS, и собираем в него фейдерами тот звук, который нам и необходим на стриме. Наш голос с микрофона, соведущий в Дискорде, не забываем о фоновой музыке и игрушке, которую мы с вами собрались транслировать. Если дело касается записи подкаста в цифровую рабочую станцию, то все работает со своими ASIO-драйверами, которые автоматом устанавливаются с контрольной панелью, которую мы с вами уже успели скачать и установить до этого. Кстати, в той же самой контрольной панели происходит и автоматическое обновление прошивки до самой свежей версии при подключении этого устройства по USB. Я предлагаю вам провести совместный музыкальный стрим. А почему он музыкальный? Прямо сейчас вы и узнаете. Я плавно вывожу музыку. Сделаю даже, наверное, чуть-чуть потише, чтобы музыка не забивала меня. Сейчас мы с вами моделируем ситуацию, которая максимально приближена к живой работе. Мой телефон подключен в линейный разъем на аудиоинтерфейсе. На разъем с микрофоном, я напомню, приходит петличка. И сейчас уйду поменьше, потому что я боюсь, что вы меня не услышите за музыкой. Сейчас вы слышите примерно ту ситуацию, которую вы можете слышать на подкасте, на стриме и так далее. С телефона вы ставите музыку, чтобы она звучала фоном, и говорите. Что я могу делать вместе с этим? Допустим, я могу дать немножко ревера и что-нибудь сказать с ревером. Эй! Я могу включить обработку. Вот так звучит мой голос, если я его обработал. Я думаю, что с обработкой, за счет того, что у нас есть компрессия, я могу дать чуть больше музыки. На самом деле достаточно сложно настраивать баланс именно по своему голосу. Все-таки нужно стараться записать, а уже после этого, анализируя, как-то подгонять настройки, потому что одновременно я слышу себя внутри. То есть это мой голос внутренний, который со мной разговаривает. Не спрашивайте, как это работает, это просто физиология. Такое есть, кстати, у всех. И плюс я слышу себя в мониторах. И мне не совсем комфортно, даже несмотря на тот факт, что я уже привык к чему-то подобному. Ну что, у нас стрим, и стрим должен быть информативным. Например, я могу вам рассказать о проводе, который идет в комплекте. В комплекте идет USB-провод, Type-A с одной стороны, Type-C с другой, чтобы подключить этот интерфейс к большинству устройств. Мы, кстати, пользуемся нашим студийным Type-C на Type-C, чтобы не нарушать заводское хранение провода, который шел в комплекте. Я вам предлагаю еще послушать различные вариации других микрофонов. Сейчас посмотрим, Да. Он пошел по кольцу, что, собственно, нам и нужно было. Музыка продолжила играть. Я предлагаю послушать вам другие микрофоны. Например, сейчас на мне наушники, которые до этого я использовал лишь в качестве наушников, но их можно вывести как гарнитуру. Что я делаю? Я увожу фейдер первого канала с петличкой и вывожу фейдер с гарнитурой. Алло, 1, 2, 3, 4, 5. Меня слышно, раз, два, три. Это работает гарнитура, которая прямо сейчас на мне. Что я могу сделать с этой гарнитурой? Сейчас я перейду в ее настройки. Например, я могу ее обработать тем же самым пресетом. 1, 2, 3, 4, 5. Но это не совсем тот же самый пресет, я все-таки утрировал. Я его немножечко изменил под характеристики гарнитуры. Вы сейчас слышите, как она работает. Тот же самый компрессор, есть эквалайзер. И работает гейт, который срезает все ненужное, что мы хотим оставить за кадром. Вот так петличка звучала со своим оригинальным звучанием. Я думаю, мы ее можем закрыть и вернуться на исходный звук. И вот наш исходный звук, стараясь примерно
также все располагать, как у нас и было. И теперь мы можем с вами послушать еще два микрофона. Во-первых, это динамический микрофон, ручной катушечный динамический микрофон SE-V7 и SE-T2. Это конденсаторный микрофон, но уже широкомембранный. Я думаю, будет интересно подключить их и послушать. Уведу свой микрофон, а вы пока что послушайте немножко хорошей музыки. Алло, 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 1, 2, 3, смотрим по усилению, уведу музыку, 3, 2, раз, 40, сколько, 50 дБ у нас сейчас усиление. Мне кажется, что хватит. Еще усилением выхода дополню. Вот так звучит динамический микрофон вместе с этим устройством. Кстати, сейчас тут все еще работает по-прежнему обработка канала. Вот я ее отключу, и так микрофон у нас звучит без обработки. Верну обработку, вот так микрофон звучит, будучи обработанным. Давайте перейдем на широкомембранник, снова подадим фантомное питание и послушаем, как он будет работать вместе с этим аудиоинтерфейсом. Алло, 1, 2, 3, 4, 5, да. Как вы все прекрасно, наверное, знаете, когда мы подаем фантомное питание, оно не сразу же начинает работать. Но если подождать какое-то время, микрофон начинает срабатывать. Я сделал сразу поменьше усиления, потому что конденсаторным микрофоном нужно меньше усиления. Сейчас это около 30 дБ. До чего около? Ровно 30 дБ я выставил. На микрофоне проверял. Если вам интересно, что я там возился с чем, тут просто переключаемые направленности. И я удостоверился, что мы работаем в кардиоиде. И примерно так мы звучим вместе с широкомембранным конденсаторным микрофоном и этим интерфейсом. Давайте обработаем звук. Вот так этот микрофон звучит в обработанном виде. Напомню, что здесь у нас срез низких, здесь у нас гейт, совсем немножко гейта, здесь есть компрессор, эквализация, есть лимитирование, чтобы звук сделать более радийным. Ну и можно включить какие-нибудь вокальные приколы, которые также быстро мы отключим, потому что не время для приколов. У нас серьезное занятие, мы с вами занимаемся подкастингом. Я думаю, этого времени, которое вы провели со мной и этими микрофонами, было достаточно, чтобы сложить то или иное мнение о звучании нашего сегодняшнего аудиоинтерфейса. Ну а теперь вашему вниманию я предлагаю еще один тест, на этот раз на вокале. Будем пользоваться эффектами, чтобы максимально раскрыть возможности нашего сегодняшнего устройства. Милая, озера глаз небесно-синие, а в них печаль необъяснимая. Они как зеркало души. Милая, какой неведомою силою прикован я к тебе, любимая. Кто сотворил тебя, скажи? Горю желанием одним, хочу тобою быть любим. Растопишь нежностью своей холод прежних дней. Без любви твоей коснусь губами губ твоих. Одно дыхание на двоих, одно желание на двоих радуют сердца. Эти
эти два кольца. По большому счету, это все тот же самый 24-й Revelator, так приглянувшийся мне в свое время, но в более миниатюрном корпусе. То есть это вариант предпочтительнее для тех, кто больше в дороге и хочет возить аудиоинтерфейс вместе с собой в дорожной сумке. Да, стоит отметить, что при изменении корпуса мы лишились части возможностей. Например, здесь нету второго канала с микрофонами-предусилителями. Он теперь всего один. Здесь нету MIDI-интерфейса на вход и на выход. Но опять же, если вы не пользуетесь MIDI, как, например, я, зачем вам MIDI-интерфейс? С другой стороны, это все тот же самый Revelator. Это все те же самые преобразователи 24/96 в максимуме. Это все то же самое усиление в 60 дБ на микрофонный канал, которое раскачает даже динамический дикторский микрофон. Это все то же самое, что касается эффектов и маршрутизации, и я повторюсь, здесь действительно все очень и очень хорошо. С этими двумя пунктами, нажатием одной кнопки, вы можете причесать ваш голос, сделать его более радийным или уйти на первоначальный звук, чтобы сравнить их друг с другом. Опять же, по маршрутизации здесь какое-то просто неописуемое количество лупбеков. Да, они называются по-другому, но я их все-таки зову лупбеками, потому что так привычнее, и когда ты говоришь лупбек, в целом люди понимают, о чем идет речь, а здесь речь как раз именно об этом и идет. Что мы можем делать? У нас есть дополнительные виртуальные каналы на вход и на выход. Мы можем делать дополнительные миксы, отдельные миксы для стримов. Допустим, какой-то звук мы формируем для наших наушников, для мониторинга. Отдельный звук мы формируем под стримы и посылаем его на трансляцию. Наши зрители слышат не то, что слышим мы. При этом у нас есть возможность нажать на специальную кнопку мониторинга и в любую секунду послушать тот звук, который мы с вами отправляем на трансляцию. Достаточно интересно. Куда еще такой звук можно слать? Например, на запись. Например, можно делать отдельный микс свой собственный для Discord, для Skype и так далее, потому что все эти назначения присутствуют. Где такое может быть полезно? Ну, например, вы даете какие-нибудь частные музыкальные уроки, и вы хотите передавать звук вашего музыкального инструмента вашему ученику, при этом, допустим, у вас заведен метроном, и вы должны слышать клик, но вы не хотите, чтобы этот самый клик слышал ваш ученик. Себе вы делаете микс с кликом, для своего ученика вы делаете микс без клика. Все максимально похоже на работу цифровых концертных пультов, только здесь это все в таком миниатюрном, действительно маленьком корпусе, что достаточно удобно. Поговорим про совместимости с различными операционными системами. Это Windows и Mac. Если мы говорим про что-то более мобильное, у нас есть поддержка iOS. Управление контрольной панелью осуществляется с компьютера и с iPad. Ну и, естественно, можно подключить это все к iOS-устройствам для записи, но там придется потанцевать с бубном, потому что это великие Apple-овские костыли, куда же нам, друзья, без вот этих всех камера-адаптер-кит и тому подобных прекрасных, интересных вещей. Кому подойдет это устройство? Если вы стримите, если вы занимаетесь подкастами, если вы просто хотите общаться в скайпе, в дискорде с нормальным звуком, если хотите слушать музыку с нормальным звуком, если, допустим, вы стример и вы занимаетесь какими-то диджей-стримами, потому что, я напомню, здесь есть линейный стереовход, к которому помимо микрофонного предусилителя, выхода с микшерного пульта можно подключить и какую-нибудь диджей-деку, с которой можно ставить музыку. То есть возможности у этой штуки, они действительно есть. И они достаточно широкие. Опять же повторюсь, если вы ищете решение, которое можно кинуть в сумку, которое будет занимать минимум места, которое будет полезно в дороге, обратите внимание, потому что это все питается по USB. Блока питания нету, то есть все, что вам нужно с собой возить, это вот этот маленький аудиоинтерфейс. Кстати, в комплекте к которому мы получаем и бесплатное программное обеспечение. Это Studio One Artist и Studio Magic от Presonus, которыми нужно и можно пользоваться, например, чтобы начать свою музыкальную карьеру. Мне будет очень интересно узнать у вас, что вы думаете по поводу этого устройства. Не скрою, что лично мне оно очень понравилось. Ну, вот минусов, которые я обычно пытаюсь найти, например, выхода для наушников, которые Presonus делают сзади, здесь я не смог найти, потому что здесь они сделали этот выход спереди, и мне банально не к чему докопаться.
Но напишите вы, что думаете. Не забудьте поставить лайк, если ролик пришелся по душе, и не забудьте подписаться на наш канал, ведь я напоминаю, это «Давай запишем», и здесь мы с вами говорим про аудио. Ну и, друзья, штатно я напоминаю, что у меня есть свои соцсети, на которые я также зову вас подписаться. Все координаты прямо сейчас вы видите на своих экранах. А я не прощаюсь, а говорю лишь «до свидания». До встречи в следующем ролике. Там был момент с затупом с небольшим, он не очень. Да, ну, я переписал на всякий Давай случай. перепишем, да. И чуть-чуть поправь с правой стороны, вот здесь вот, да, да, ты взялся, вот это место. Взялся. Все. Ну, раз взялся, полезай в Гузов. В Гузнов. В Гузнов.